Всем привет! По техническим причинам делаю комментарий к видео, так как, в общем, не знаю почему, в общем, звук у меня как-то не записался, пропал точнее. Так, ну что, первая часть у нас была записана, есть уже на канале, там мы делали каркас и обтягивали синтепон и тканью. Вторая часть мы начинаем оплетать наш каркас. Крепим наши стоечки. Стойки у меня тройные. Креплю прям вот к деревянному каркасу. Это боковая сторона самого каркаса. Мы далее будем их оплетать, эти стойки, которые мы сейчас крепим. Крепим мы к краю самой рейки, к внешнему краю и к самому низу нашей 1-сантиметровой ножки, которую мы оставляли. И в дальнейшем будем эту ножечку обматывать трубочкой, то есть чтобы спрятать вот эти хвостики, за которые мы сейчас крепим наши вот эти тройные стойки. Значит, крепить можно, как вот я показала, термоклей, на скобы, на ПВА. То есть задача прикрепить хорошо вот эти стойки, потому что, еще раз повторюсь, мы будем их оплетать. Это перед вами боковая сторона. Слева лицевая. Вот сейчас это задняя часть, задняя рейка, то есть задняя часть нашего пуфика. Точно так же креплю к внешнему краю самой вот этой реечки. Можно, как вот я же говорю, на скобы. У меня тут, конечно, пистолет не получилось зацепить, потому что не было упора. Но ничего, дальше мы в любом случае это все дело спрячем. Вот эту ножечку 1-сантиметровую, вот эту вот, мы в дальнейшем просто обмотаем трубочкой, и вот этих хвостиков не будет видно. Вот. Теперь я определяю центр самой конструкции, то есть где я буду крепить стойки. Стойки определенного расстояния между стойками у меня нет, все на глаз. То есть сначала определяю центр, и уже от центра начинаю расставлять наши стоечки. То есть так, как будет, в общем, удобно. Ну, естественно, придерживаясь какого-то определенного расстояния между самими стоечками. Креплю я к нижней части нашей деревянной конструкции. То есть в дальнейшем вот эта часть, там, где вот мы крепим наши стоечки, да, за что мы крепим, мы закроем просто деревянной такой крышкой, как бы так можно сказать. Вот. Поэтому видно вот этих хвостиков, их не будет. Еще раз повторю, что я приблизительно на глаз выставляю, то есть сразу беру 3 стоечки, креплю и их выставляю. Ну, в принципе, здесь сложного ничего нет. Главное просто их сейчас хорошо зацепить, чтобы они не повыпадали. Это не обязательно, что прям нужно вот на термоклей. Ну, прям можно и на термоклей, потому что он быстро схватывается. Поэтому я как бы рекомендую так. Особо роли, конечно, не сыграет, просто ПВА будет дольше схватываться. А так мне он сейчас по-быстренькому раз-раз, хлоп-хлоп и все. Приблизительное расстояние у меня между стойками вышло где-то 1,5-2 сантиметра. Ну, смотря где. То есть это уже погрешность, не особо так принципиально прям важно. Дальше нужно вот эти пустые места заполнить также стоечками. Вот я уже на глаз приблизительно ориентируюсь, где мне нужно их выставлять, эти стойки. И так я на боковых частях и на задней стенке я буду выставлять эти стойки. Теперь здесь я выставляю стоечку к задней части. Вот как раз перед вами задняя часть нашего пуфика. И точно так же креплю, как и вот. Прям вот, если видно, вот ножка маленькая, 1-сантиметровая. И прям к краю этой ножки я прикрепляю, оставляя между стойками буквально полсантиметра для того, чтобы когда мы будем оплетать вот эти прикрепленные стоечки, у нас было место. Вот я прикрепила. И теперь мне это нужно зафиксировать все вот такой вот крышечкой. То есть спрятать все наши некрасивые места. Ну, прежде чем это все дело прятать,
я еще параллельно проклеиваю это все хорошо клеем ПВА. Ну, то есть для уверенности, для того, чтобы хорошо все это дело схватилось. Тем более, что мы будем шурупчиками это все привинчивать. И вот здесь вот мы сейчас это дело привинтим. Вот мы прикрутили. Все вот эти вот, где там потертости, мы потом, конечно, закрасим. Это уже не так принципиально важно. Теперь наша задача проплести вот эту реечку. То есть хорошо ее оплести, чтобы не было видно ее. Я оплетаю веревочкой из 2 трубочек. Плотненько прижимая вот к самому краю. Вот хорошо прям вот подталкивая наши трубочки и, естественно, прижимая все это дело к каркасу. Теперь подходим к углу. Кстати, начала я с задней части. Вот угол. Так как нам здесь мешает вот эти вот перемычки деревянные, я вот как говорила, что я вот стойки, которые приклеила, я их просто буду оплетать. То есть саму заднюю часть деревянного каркаса я оплетать рейки не буду. И вот так вот мы плетем на боковую сторону. И сейчас мы переходим к лицевой, к лицу, я бы так сказала. Вот так. И как раз вот сюда мы подходим. Это наша боковая стоечка. Мешает рейка оплести, поэтому мы оплетем прикрепленную стойку. И возвращаемся назад. На противоположную сторону мы плетем. Вот. Теперь наша задача плотненько оплести по высоте вот эту вот реечку до нашей верхней части полки. То есть мы плетем туда, обратно. Будем так говорить, делая развороты на прикрепленных вот этих вот стоечках. Хорошо прижимайте плетение к каркасу. Вот я проплела, у меня получилось 6 рядов. И как раз вот вровень с полкой у меня получилось. То есть веревочка закрыла рейку. Так, задняя часть наша. И можно здесь дальше мы плетем ситцы. Можно как одной веревочкой, можно 2. Я плету 2, во-первых, так быстрее, а во-вторых, как бы так мне удобней. А вы уже на свое усмотрение. Все, оплетаем дальше. Вот как видите, угол. Видите, рейку я не трогаю, хотя, в принципе, можно было и с рейкой проплести, но я буду оплетать заднюю часть вот именно таким образом, как на видео. Вот одна и вторая, мой угол задней части. Так, перехожу к боковой части и иду к лицевой стороне. И так как у меня получается, что мне сейчас нужно будет делать разворот на передней стойке. При этом буду захватывать стоечку, которую мы крепили. Вот эту к вот этой. Я их вместе буду проплетать. Ну, то есть оплетать, я бы так сказала, делая на них развороты. Но не сильно затягивайте, как бы вот этот разворот не слишком делайте тугим. Ну, вот мы идем в обратное направление, к обратной стороне, противоположной стороне, так сказала. Это наша боковушечка.
Я еще тот, конечно, комментатор. Но, во всяком случае, работа проделана очень большая была. И жалко, конечно, что вот так получилось. Ну, я думаю, по видео вам будет понятно. Те моменты, которые, в принципе, необходимы, я буду оговаривать. Вот я показываю как раз, чтобы не сильно затягивать нашу стоечку. И возвращаемся на другую сторону. Переходим к задней части. И все точно так же я буду проделать с обратной стороной. Углы, еще раз напомню, я рейки не трогаю, не оплетаю, а оплетаю только те стоечки, которые мы крепили. И с другой стороны тоже угла. И я не оплетаю деревянную стоечку. И подходим мы сейчас к передней части нашего пуфика. Так. И вот мы делать будем точно такие же развороты. Точно такой же, прошу прощения, разворот на деревянной стойке, как и с той стороны у нас было. Вот одна трубочка разворачивается. Наращиваем. И вторая трубочка разворачивается. Все. И теперь мы идем в другом направлении. Вот таким вот образом мы будем все плетать, чтобы не было видно этих реек. То есть наших вот этих всех перемычек. Максимально будем закрывать это все дело. Так, теперь снова мы плетем на противоположную сторону. Ну, я скажу еще, что в плетении, вот в этих разворотах, мы будем еще окручивать стоечку. То есть чередуя развороты с окручиванием. Я сейчас дойду до боковой стороны. Это у нас задняя часть нашего короба. Так. Вот наш как раз уголок. Вот. И вот мы подходим к лицевой части. Вот наша лицевая. Справа лицевая наша сторона. Это перед вами со стойками бок. И вот что я сейчас буду делать. Я сейчас буду обворачивать или окручивать по-другому стойку деревянную вместе с этой стойкой, которую мы крепили. То есть так, как было изначально. Вот как мы до этого делали. Вот мы обкрутили. Так.
И выводим нашу стоечку. Вот. Окрутили. Вывели стойку. И следующую нашу, вот эту мы вот тоже снова вывели. И вот таким образом я буду чередовать. Один, допустим, рядочек я просто сделала разворот, а на втором рядочке я вот так вот окрутила. Таким образом я буду выравнивать плетение основное с вот этим нашими разворотами и окручиванием. Вот. Ну и по сути, в принципе, все нужно доплести до вот этой вот части, будем до перемычки. Нам нужно будет проплести. Проплела. Вот что получается у нас. Такая красота. Так, теперь нужно нам заплести теперь вот эту перемычку. В принципе, можно здесь, я скажу так, можно и не делать так, как я на видео делаю. Я сейчас буду делать развороты точно так же. А можно просто проплести по кругу, подставив к передней части, к лицевой стоечки возле реки, да, и просто по кругу проплести несколько рядов. Таким образом, вот так вот вы закроете вот эти черные, ну, рейки, да, сами деревянные рейки, имею в виду. А можно делать так, как я. Вот я буду делать разворот. Не на... Видите, у меня здесь получается, у меня не позволяет полка сделать разворот. Поэтому я вот так вот разворачиваюсь на той стоечке, которую мы крепили. Кстати, у меня там еще было место, вот чуть-чуть, видите, одну трубочку можно было протащить. Поэтому я на одной трубочкой сделала разворот на стойки, которые мы крепили, да, на трубочках. А второй трубочкой, вот, как раз я показываю, я ее просто протащила под полкой. Ну, как-то вот так. Потому что там еще как раз было место, а мне хочется, чтобы полностью все было хорошо плетено. Вы можете так не делать. Это уже мой, как бы, бзык или мой таракан. Вот мне захотелось там еще проплести. Ну, как бы, чтобы все уже прям совсем плотненько было. Вот. И сейчас, вот видите, можно вот здесь проплести, вставить стойки и по кругу просто проплести. А можно делать так, как я вот показала. То есть делать разворот. И здесь можно так сделать. То есть это вы уже смотрите на ваше усмотрение, на вашу фантазию. Я опять же таки даю идею, а вы уже переделываете, как вам будет угодно, как вы считаете нужным. Сейчас я буду идти на противоположную сторону. Вот. И при этом полностью мне нужно проплести все, ну, то есть закрыть полностью саму вот эту вот деревянную полочку. Вот это. И все мы закрываем. То есть все будет, ну, так как у меня, видите, я делаю сейчас развороты, у меня вперед видно вот эти вот деревянный наш каркас. И чтобы его не было видно, я его потом сделаю на нем декор. Там будет коса. Ну, все это в дальнейшем я покажу уже. Так, задняя наша часть. Мы сейчас переходим на противоположную сторону пуфика. И вот чем хорошо, видите, углы, то, что мы прикрепили сюда стоечки, что я их оплетаю, потому что здесь тоже мешает деревянная вот эта вот перемычка от полки. Конечно, черный цвет не очень удобно, плоховастенько видно, конечно, но как уж есть, так есть. Здесь точно так же у меня я протаскиваю трубочку. Снизу у меня там есть место
И разворачиваюсь на одну. И точно так же я делаю, как и на той стороне делала. И вот я под низ проталкиваю, как бы закрывая все вот эти наши хвостики. И чтобы все было красиво, подравниваю все это дела. Все, плету на противоположную сторону. То есть я возвращаюсь теперь. Снова на другую сторону. То есть это мы один бок оплели, заднюю часть оплели и возвращаемся на следующий бок. Вот таким образом, проплетая это все дело, мы прикрываем наши деревянный каркас. Ну, озвучка, конечно, это не то, когда ты плетешь и все как-то так вот показываешь, да, объясняешь. Ну, я думаю, что более или менее понятно будет из видео, хоть и даже чуть скорость я увеличила, потому что много, в общем, плетется, а видео занимает, я скажу, немало, поэтому пришлось немножко ускорить. Ну, во всяком случае, основные моменты я вам рассказываю и показываю. Так, подходим мы к нашему лицу, я бы так сказала. Так. И вот сейчас мы будем делать развороты на вот стоечки, трубочки, на трубочках стоечки, или как бы правильно так сказать. Вот на вот этой вот части мы будем делать разворот. Тут нам мешает. Так. И аккуратненько, чтобы наши вот эти виточки от разворотов были прям вровень с краем деревянного каркаса. И все плетем в обратном направлении. То есть наша задача сейчас проплести в уровень, вот так вот в уровень, то есть оплетая оплетая наши вот эти трубочку, стоечку. И, в принципе, больше такого основного ничего нет. Все то же самое повторяется. И мне теперь нужно будет доплести до края деревянной заготовки. Вот до сих пор. Ну, в принципе... Ой, так, ну вот, наплела я тут, наплела. Теперь мне нужно переходить вот на сидушку. Здесь, конечно, будем так говорить, плетение будет таким внимательным, я бы так сказала. Значит, давайте сначала разберемся мы с вот этими нашими боковыми частями, то есть с вот этой вот стороной. Значит, что нужно? Во-первых, они нам мешают, вот эти вот стойки. Во-вторых, мы когда будем плести вот эту вот сидушку, да, вот сюда, нам нужно будет делать развороты, за что-то цепляться. Что предлагаю я и как я делала. То есть это у меня второй пуфик. Значит, я обрезала стойки, оставляла одну и заводила потом одну за одну. То есть как я делала. Вот у меня есть лишние стоечки. Вот. Я беру, завожу одну вот так вот. И вовнутрь вот туда оставляю. Я не срезаю абсолютно ничего. Вот. А вот эти вот лишние можно обрезать. То есть можете сразу их обрезать. Я их обрезаю прям под самый корень. Вот. Вот так завела. И вот там оставила. Ну, тут небольшое такое, как петельку надо оставить, потому что мы будем заводить. Есть. То же самое и дальше. То есть здесь обрезаю 2 лишние. Эту завожу за соседней. И там оставляю. Ничего я не обрезаю. Пускай там так и будет. В любом случае, где-то, может, надо будет подтянуть, чтобы пропустить наши трубочки, которыми мы будем проплетать. Поэтому, ну, не нужно ничего срезать.
То есть вот эти вот крайние. Я иду от лица пуфика назад. Ну, вот эти вот две я срежу крайние, они не нужны. Вы же можете их оставить и в дальнейшем, просто я делаю идентичный пуфик, как я делала и раньше. Вы же можете что сделать? Вы можете оставить еще по одной, и потом, когда дойдете вот до начала, да, вот здесь переда, просто пройтись веревочкой из 3 или как-то по-другому пройтись, сделать загибку. Ну, как бы вот так. Ну, это уже на ваше усмотрение. Я же делаю так, как и делала тот предыдущий. И вот таким вот образом мы будем сейчас срезать и загибать. Они не нужны. И я как можно ниже обрезаю, чтобы они мне не мешали в дальнейшем пропускать трубочку. Так, сейчас мы здесь заведем. Я буду здесь все декорировать, все прятать, все некрасивые места. Вот так вот там все остается. Вот туда. Вот так. Так, здесь подрезать хвостик вот этот вот, чтобы нам не мешал. Так. Дальше сюда. Так. Вот это лишнее мы тоже обрежем пока. Сюда. Так, ну и эту, наверное, мы тоже обрежем. Она не нужна. Крайнюю угловую. А вот эту вот стоечку мы заведем мы вот куда бы нам завести. А вот сюда вот мы и заведем, вот где мы обрезали, вот тут вот мы и здесь и оставим. Вот так. И вот туда. Все. Так, одна сторона готова. Сейчас мы сделаем другую. Так, я сейчас сделаю без вас, чтобы не занимать долгое время. Принцип вы поняли. С одной и с другой стороны это все дело мы заводим. Вот. Сейчас сделаю и вернусь. Так, завела. Вот теперь у нас наш, будем так говорить, сидушка. Значит, все стоечки нужно вот так вот укладывать. Но прижим какой должен быть? То есть вы плетете так, чтобы у вас вот здесь вот на крышке сверху получился типа как бугорок. То есть здесь, допустим, сильнее прижимаем, да, там по центру не сильно. И уже к носу, то есть к переду, да, мы еще сильнее прижимаем. То есть и мы таким образом, то есть будем формировать вот такой вот как уголок, ну, как выпуклость такую вот. То есть где-то сильнее прижать, где-то слабее прижать. Вот эти я вот так вот стоечки прогибаю чуть-чуть. Вот. Так. И, значит, теперь точно так же двумя трубочками, руки в краске, начинаем плести. Постепенно нагибая
или сгибая, как бы правильно так сказать, наши стойки. Сейчас я наращу. Здесь я скажу так, нет какого-то там определенной техники, что вот нужно плести именно так вот. То есть здесь все интуитивно. Вот у меня боковая вот часть, она будет у меня идти вот так. Вот. Вот это будет идти вот так. То есть если видно, да, что пошел вот такой вот как бы покат, скат. И вот так вот мы и начинаем оплетать. Доходим сюда. Здесь можно сделать разворот. Сейчас я еще... Я такое плетение, да, наподобие, ну, как полочка, в хлебнице как-то показывала. Есть у меня на канале видео хлебницы, мы там плели полочку. Вот точно так же и здесь. Вот мы проплели. Ровненько вот эту вот выставляем с этой стороны. И сейчас будем... Я вот этот хвостик вытащу. Можно здесь сделать разворот вот так вот. И пойти в обратном направлении. Так. Мы сейчас сделаем как? Мы здесь развернем в эту сторону. Вот так. Вот. Одну. Вот на вот этой крайней стойке. Здесь вам нужно плести, я бы так сказала, по интуиции. Нет, вернусь. Я сейчас пропущу вот эту трубочку. Я вернусь, во-первых, наращу ее здесь. То есть нет какой-то определенной какой-то техники, или как бы правильно так назвать, что вот нужно здесь именно плести вот так, а здесь вот так. То есть здесь все плетется просто по интуиции. Так. Здесь развернем. И эту пропустить вот под вот эту вот трубочку, то, что мы загибали, да. Я и так вытащу сейчас. Вот сюда. С углом, конечно, сейчас придется немножко поиграться, потому что нужно, чтобы все зацепилось у нас. Но это не проблема. Так, вот. Нам надо зацепить. Вот так. И идем назад ситцем. И вот так. Эту трубочку укладываем ровненько. У меня тут чуть треснуло, потому что трубочка пересохла. Ну, не смертельно. Такое бывает, и это нормально. Все, здесь начинаем потихонечку прижимать вот к нашему трубочке. Можно вот так вот их даже придать им форму. Вот. Мы начинаем потихоньку прижимать вот к сидушке. Сейчас я здесь наращу. Так. Заведу сразу назад. И еще одну. И тоже назад. И сразу вот так вот прижимаю. Дальше идем на эту сторону. Поначалу оно неудобно, потому что все оно так и назад хочет выпрямиться. Но ничего. Это у нас такое поправимо. Так, наращу здесь, потому что там развороты. И будет очень неудобно. На разворотах старайтесь не наращивать. Бывает такое, конечно, что надо. В край прям надо, но тогда можно. Так, теперь угол наш этот. Ой, цепляется штатив. Сюда. И сюда. Так, есть. Теперь доходим
до нашего вот угла. Вот. Разверну на стойке. Вернее, не так. Заведу. Вниз опущу. Разверну. И здесь зацеплю. Зацеплю вот этот вот хвостик, который мы загибали, да. Вот тут я его так чуть-чуть вытащу. Пропущу. И назад воткну. Вот. Все. И теперь в обратную сторону. И вот так. Стоечки сразу вот должны вот так вот идти, эти угловые. Ну, естественно, мы все остальное дальше тоже выставляем так, как оно должно быть. И вот так вот прижимая. Сейчас покажу дальше. Так, здесь мне нужно нарастить, вернуться. То есть дальше принцип то же самое будет, один и тот же. Я сейчас вам его покажу. И по сути дальше снимать уже, ну, смысла не будет. Почему? Потому что одно и то же будет плетение. Так. Я вот так вот хорошенечко прижимаю все. Так. Стараешься так, чтобы максимально было видно. Но мне не всегда видно. Трубочки, синтепон все пытается их назад вытолкнуть, трубочки. Ну, стоечки, прошу прощения. Но мы стараемся их наклонять. Так. И вот так. И теперь здесь тоже введем, при этом наклоняя. И сразу поправляйте стойки, чтобы они ровненько шли. Я здесь наращу. Хвостик большой остается, но нарастить нужно. В частном доме куры кукарекают. Так, теперь нам нужно... Вот недаром мы делали загиб. Вот наши вот эти вот, которые мы загибали, вот эти вот наши стоечки, да. Вот мы за них и будем цепляться. Сейчас покажу. Так, вот мы пропустим вот под низ. Вот туда. Вот так. И вот эту тоже мы пропускаем под низ. То есть нам за что-то нужно ухватываться. И все аккуратненько нужно поправлять. Эту я за стоечку завожу. Вот так вывожу и сразу оплетаю, чтобы у меня держалась. И теперь эту тоже. И вот таким вот образом мы будем проплетать. Здесь все прижимаем. Так, можете, допустим, не захватывать эту и эту вместе. Я так думаю, что, наверное, мы так и сделаем. А будем считать вот эту загнутую, как отдельно стоящую стойку. Вот так. Мы будем делать. Вот так оно будет красивее. Вот это сюда. Вот так. Пока это так. И эту сразу на место. Да. И вот так мы будем делать. Все. И так оно будет вот с этой стороны симпатичнее смотреться. Все. Так. Плетем на следующую сторону.
Сейчас покажу еще с следующей стороны. Так, приходится иногда, конечно, помучиться, потому что изделие все-таки непростое, а такое вот оно довольно технически. Тут тоже нужно нарастить. Технически есть над чем поработать, я бы так сказала. Сейчас отодвину. Так. И заведу сразу раз сюда. Так, теперь проведу эту. Здесь тоже нужно нарастить. И при плетении нажимать, чтобы у нас вот эта вот задняя часть шла бугорком. Сейчас я пройдусь, и вам будет видно. Вот. Так, здесь тоже я наращу, потому что дальше вот эта стойка, она угловая, и на ней нежелательно делать повороты, потому что, ну не повороты, а такое вот наращивание рядом с таким критичным местом. Так, сейчас отодвину, чтобы было хорошо видно. Так, значит, пропущу под низ. Тут, да, тут придется, конечно, играться, но оно того стоит. Так, и теперь вот эту часть тоже ставим вот так вот хорошо на угол. Вот. Ну, теперь эту мы сейчас вот так я протолкну. Вот. Здесь подтянуть, чтобы все красиво были эти наши витки. И теперь, подровняя трубочку назад, делаем вот здесь. И вот эту часть мы выставляем на свое место. Все. И вот так вот, разворачиваясь на каждой вот этой вот нашей, мы будем формировать. Вот. То есть у нас вот стоечки укладываются так, как оно должно быть. Не сильно прижимайте, но и в то же время, то есть здесь нужно прижать, чтобы был такой как подъемчик, да. Серединку мы не прижимаем и прижимаем потом вперед, то есть чтобы был у нас тоже такой покат. Все, то есть мы плетем до вот этого вот нашего начала, переда. Вот. То есть, по сути, ну, дальше мне уже показывать как бы, ну, смысла нет, потому что, ну, одно и то же мы будем делать, и, ну, вот это мое, ну, да, надо избавляться. В общем, плетем, я плету до лицевой стороны, до переда нашего пуфа, включусь. И уже будем с вами заканчивать наше плетение, будем декорировать. Вот. Будем уже разбираться с нашим. И еще момент по поводу наращивания вот этих вот стоечек. Есть девочки и мастера, ну не мальчики, девочки, мастера наращивают как, да? Вот берут трубочку, сейчас возьму любую трубочку, да, и вот так вот одевает сверху. Вот. И вот таким вот образом наращивают. Я же так не советую делать. Почему? Потому что вот здесь будет слабое место, и оно будет некрасиво. То есть советую делать как? Обрезали и нарастили так, как положено, чтобы не было полой части, чтобы все было плотненько. Видите, плотненько. Вот так вот и везде.
То есть вот таким вот образом делаете наращивание. Все. Плетем, я включусь и покажу, что мы будем делать дальше. То есть как мы будем это все дело наше закрывать. Всё. И, естественно, будем уже с вами декорировать все вот эти вот. Вот этот вот наш пуфик. Все, до окончания. Так, проплела я крышку. Я ее перевернула сейчас на спинку, я бы так сказала. И теперь вот эти концы нам куда-то нужно спрятать. Как я буду делать? Я вот так хорошо буду натягивать. Вот прям вот так вот. Вот. Естественно, все нужно будет хорошо поправлять, чтобы нигде ничего не торчало. И садить это все буду. Очень тут надо надежно и крепко на горячий клей. Это первое. Вот так. Так. И еще дополнительно я буду это все степлером проходить. Вот так. Это для надежности. Можете не горячим клеем. Ну, как бы лучше, конечно, сразу, потому что натянуть нужно, и чтобы все было ну, надежно. Чуть-чуть короче подрежу. Вот так. Все. Дальше. И вот так я сейчас буду дальше сначала через одну буду это все поправлять, заправлять. Хорошо ровненько натягивая. Вот так вот разминая. Почему использую горячий клей? Потому что он моментально схватывается. Вот так. Раз. Подтянула хорошо. Прижала. Чуть-чуть придержу, буквально пару секунд, чтобы клей схватился. И потом следом степлерю. Видите, даже бескопно уже держится и довольно... Ой, прошу прощения. Довольно-таки неплохо. Можете и бескоп, но главное на что-то такое, чтобы клей, чтобы трубочка моментально схватилась. Так, отодвину, чтобы камеру не цеплять. Так, скобы что-то у меня не фиксируется. Надо будет взять другие побольше ножку. Ну ладно, я потом это доделаю. Дальше теперь поправляю все везде. Следующую, вот эту. То есть наша задача хорошо натянуть все и прикрепить. Ой. Я тут в мастерской разложилась на всю мастерскую и никак не... Так. Вот. Хорошо мы крепим. Дальше. И по сути, в принципе, само плетение у нас закончилось. Нам останется только сделать декор и закрыть все вот эти вот некрасивые части, там, где у нас что-то либо торчит, либо, ну, в общем, мешает. Что я буду делать? Вот у меня, допустим, есть вот перемычка, да. Здесь тоже я сейчас все доделаю, обрежу, прикреплю это все дело, поправлю, чтобы все было ровненько вровень. И буду закрывать вот эту перемычку нашу точно так же, как и здесь. Я сейчас покажу. Я сплела вот такие вот 2 косички. И вот так вот я буду их сюда крепить.
вот сюда. Единственный совет, не крепите выше вот этой полки. Почему? Потому что когда будете доставать обувь или еще, ну там что у вас будет стоять, обувь постоянно будет тереться и сдирать вот эту вот ваш декорчик. Поэтому лучше, конечно, крепите чуть ниже. То есть не закрывайте саму вот эту вот полочку. И как я буду делать? Вот у нас здесь есть развороты наши. Я вот так отодвигаю, нишу такую вот делаю. Вот. Так. Беру клей и вот туда покапываю. И вот туда я протолкну. Сейчас возьму ножнички. Хорошо протолкну нашу вот эту вот косичку. Раз. Вот. Протолкнула. Вот так зафиксировала. И сюда клей. Клеить можете на любой клей, какой вам... Ну, как на любой. Конечно, такой, чтобы держался. Не так, чтобы завтра оно все это дело у вас отвалилось. Ну, во всяком случае, на то, что будет держаться хорошо. Вот. Я на свой любимый термоклей. Или горячий клей. Кто как его называет. Так, раз. И вот так вот приклеиваю ровненько. Все. Здесь лишнее убираю. И будет держаться намертво. Проверено уже, так что можете там в комментариях мне не писать, а вдруг оторвется. Уже проверено, все нормально. Вот. И вот так делаю. Все, здесь закрою еще одну косу. И точно так же я буду закрывать вот с этой стороны. То есть я сейчас этот декорчик сделаю. По сути, в принципе, больше... Ну, что вам еще такого объяснить? В принципе, все, наверное. Ножки можно обмотать обмотать трубочкой точно так же. Ну, вот как бы, в принципе, такое все. Я сейчас доделаю этот декорчик. Вот. И покажу уже полный результат, как я его все это дело закрутила, накрутила. Ну вот, что у меня получилось. Значит, вот моя коса. То есть я приклеила на этот термоклей, как я говорила. Вот. И вот так выглядит сбоку. Я приклеила вот сюда, вывела тоже косы. И вот так вот. Снизу тоже приклеила, вот серединка приклеила. И вот здесь вот. Все, тем самым я немножко скрыла наши вот эти вот витки некрасивые, которые были. Ну, у кого-то, может, они будут супер красивые, поэтому и скрывать-то, в принципе, не надо. Ну, я скажу так, я даю идею, а вы уже ее развиваете так, как вам удобно. Вот. И вот такой вот мягенький пуфик у нас получился. И вот, смотрите, прошу прощения, что дергается камера, к столу прикреплена, потому что по-другому не получается. Вот если мы будем садиться, вот видите, отходит вот эта часть, то есть она не даст нам сильно проломиться нашим трубочкам вовнутрь. Если бы она держалась, то был бы сильный пролом сюда. А так тяжесть распределяется по всей, и, соответственно, по всей поверхности, соответственно, что... все будет хорошо, нормально держаться. Ну и как бы, естественно, проломов не должно быть. Ну вот, наверное, и все, что я хотела показать вам. Мастер-класс, конечно, занял очень много времени снимать. Прошу прощения, еще раз камера дергается. Ну, по-другому у меня не получается заснять. Вот. Если будут вопросы... Обязательно пишите в комментарии, если видео было полезно, вам понравилось, тоже ставьте лайки, подписывайтесь.
Рекомендуйте, делитесь в соцсетях. Ну и самое главное, я желаю всем здоровья и большое-большое спасибо, что вы со мной. Пока-пока.